книга которого и издание, которое я читал в свое время и продолжаю читать. Игорь Владимирович, который для меня был одним из образцов, примером руководителя Федерального научного учреждения. Бесспорно, не могу сказать, что та книга, которую мне подарили организаторы этого форума, посвященная памяти Вадиму Владимировичу Азолову, это говорит о том, что традиции Нижегородской школы остаются, проблемы, которые касаются хирургии кисти, продолжают решаться, и мне очень приятно, что есть такие ученики. Бесспорно, те, которые сегодня присутствуют, участники на этом форуме, так или иначе коснулись того периода, когда школы создались и на сегодняшний день продолжают изучение своих учителей. Бесспорно, мне приятно, что здесь не только Нижний Новгород, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань. Это дорого стоит. Поэтому я от лица преподавателей профессорского состава, обучающихся вуза, желаю вам успешной работы и надеюсь, что вы почаще будете приезжать в город Екатеринбург. А руководство области и Уральского федерального округа поддержит ваши начинания. Успешной работы вам, дорогие! Уважаемые коллеги, я думаю, что мы начинаем нашу работу согласно программе. Первое, в этом году на этом мероприятии, на нашем съезде, инструкционный курс традиционный посвящен обучению повреждений первого пальца. И первое выступление посвящено особенностям анатомии и биомеханики. Уважаемые выступающие, всех хочу очень сильно попросить о необходимости соблюдения регламента. Хорошо, коллеги, рад приветствовать вас на 7-м съезде хирургов кисти. Прошу прощения за техническую заминку. И если при изложении знакомой традиционно хирургам кисти информации я несколько выбьюсь из тайминга, прошу прощения, обещаю и гарантирую все это компенсировать на завтрашнем докладе, который будет кратким, как выстрел. Несколько фактов о анатомии, которые помогут несколько более гладко воспринять последующие сегодняшние доклады и лекции. Так, скелет первого пальца состоит, всем известно, из пястной кости и двух фаланг, имеются постоянные сисфовидные кости. И вся эта конструкция базируется на большой многоугольной кости. Иннервация происходит чувствительная из ветвей срединного и лучевого нерва. Двигательная иннервация происходит из ветвей срединного, локтевого, и длинные мышцы кисти, разгибатели иннервируются из лучевого нерва. Какие же особенности все-таки первого пальца, кисти и человека? Связаны они прежде всего с функцией кисти человека.
она главным образом обеспечивает всевозможные захваты. И если проанализировать, то выясняется, что главным образом в той или иной степени в этих захватах участвует обязательно первый палец, за исключением, пожалуй, крючковидного захвата. При его утрате традиционно считается, что теряется 40% функции кисти. Мне не удалось найти первоисточника этого утверждения. Будем считать, что это для пострадавших, для больных, а вот для здоровых, прошу прощения, для здоровых, в одну сторону, для здоровых пациентов выяснилось при заполнении международной классификации функционирования, выяснилось, что крючковидный захват используется всего лишь в 1% времени нашей жизнедеятельности. Движения, которые обеспечиваются первым пальцем, это движение в плоскости ладони, приведение и отведение первого пальца, движение в плоскости, которое лежит по касательной к арке ладони, это сгибание и разгибание первого пальца, в плоскости, которая лежит перпендикулярно ладони, это антипульсия и ретропульсия, и всем известное движение, включающееся ротацию и огибающее дугу ладони, это циркумдукция, да, состоящая из оппозиции и репозиции. Есть костные основы, обеспечивающие это движение, прежде всего строение седловидного сустава, термин, который ввел доктор Фиг в своем труде, и также он сравнил взаимодействие суставных поверхностей седловидного сустава с взаимодействием двух гиперболоидов. На картинке видно, что эти поверхности имеют конкейв или вогнутость, обеспечивающий стабильность и движение при сгибании, и конвекс или выпуклость, которая обеспечивает отведение и стабильность в отведении. Имеется две степени свободы у этого сустава. К сожалению, видеоролик почему-то не идет, хотя вчера шел. И если постараться убрать все лишнее, чтобы понять, как же взаимодействуют вот эти два бублика, то мы сформировали, да, плоскости движения, и таким образом, как происходит сгибание-разгибание, отведение-приведение и ротация с циркумдукцией. Если быть совсем точным, то седло имеет не совсем симметричную форму, и доктор Кучинский сравнил это седло с седлом, которое лежит на спине у осла больного сколиозом. И в реальной жизни наибольшую нагрузку это седло испытывает в ситуациях, когда осуществляются движения наиболее эволюционно новые и зрелые, то есть захват и, например, откручивание банки. Также движения обеспечиваются связками седловидного сустава, наиболее важные из которых сегодня из особенностей, да, это косые связки, особенно задняя косая связка, которая имеет два сплита. Помимо крепления к многоугольной кости, она имеет также крепление к основанию второй пястной кости. И таким образом при отведении и сгибании первого пальца она, как игрушка ее, да, дополнительно передает ротацию первой пястной кости. Также дополнительное движение осуществляется и за счет пястно-фалангового сустава, за счет неравномерности покрытия и большей площади покрытия суставным хрящом наружной поверхности, неравномерности напряжения связок, а также угла наклона полусферы головки пястной кости, за счет чего при сгибании в пястно-фаланговом суставе дается дополнительные 12 градусов ротации пальца, и тем самым замыкается больше захват. Ну, первый палец был, по-видимому, создан действительно в большей степени для противопоставления, и поэтому даже в межфаланговом суставе имеется неровность суставных поверхностей, а именно
имеется косое расположение сгиба в межфаланговом суставе и также неравномерность ширины мыщелков головки основной фаланги, за счет чего дополнительные 5 или 10 градусов даются при сгибании указательного пальца, за счет чего происходит ротация по конусу с малым диаметром. В движение вся эта система приводится 12 мышцами, 4 из которых длинные или мышцы, которые располагаются на предплечье, остальные мышцы короткие или собственные мышцы первого пальца. Наиболее древние филогенетические движения – это сгибание и разгибание пальцев, и главным образом оно обеспечивается длинными мышцами, длинным сгибателем первого пальца и разгибателями, длинным разгибателем, коротким разгибателем первого пальца и длинной отводящей первый палец мышцей. Но также у человека нужно не забывать о наличии коротких мышц, которые при согласованном действии антагонистов главным образом приводящие мышцы и короткой отводящие мышцы также могут приводить палец к сгибанию или разгибанию в зависимости от приложения силы. Обеспечивается это тем, что они имеют достаточно широкое прикрепление, начиная от зоны кольцевидной связки, капсулы сустава сисамовидных костей, самой основной фаланги и прикрепляются к тыльному апоневрозу первого пальца, который тоже обеспечивает разгибание. Разность в этих движениях определяется за счет дифференцированного напряжения различных волокон и также позиционированием тыльного разгибательного апоневроза, который определяется напряжением уже длинных мышц. В зависимости от того, как длинный сгибатель и длинный разгибатель позиционируют тыльный апоневроз, в зависимости от этого за эту узду короткие мышцы кисти либо разгибают первый палец, либо сгибают его. Отведение первого пальца обеспечивается мышцами, располагающимися по лучевой поверхности. Это короткая отводящая, противопоставляющая, длинная приводящая и короткий разгибатель первого пальца. Приведение обеспечивается главным образом приводящей мышцы первый палец, но также и содружественным действием антагонистов, а именно первой межкостной мышцы, короткого сгибателя первого пальца и содружественным движением длинного разгибателя и длинного сгибателя первого пальца. Самое наиболее обсуждаемое движение – это циркумдукция, которая обеспечивается поочередным и содружественным напряжением всех перечисленных мышц, располагающихся на первом пальце. Хотелось бы больше чуть-чуть сказать о содружественном движении. Очень простой эксперимент. Если мы попробуем резко поразгибать указательный палец, у нас автоматически очень захочет отвестись и противопоставиться большой палец. Происходит это за счет того, что в разгибании первого пальца участвует межкостная мышца, которая по совместительству является и аддуктором первого пальца, и для компенсации ее действия нужно напряжение мышц, которые отводят первый палец. Кроме того, необходимо выставление первой пястной кости в позицию перпендикулярную оси разгибания первого пальца. При формировании захвата нам также необходимо выполнить разгибание кисти. Это нужно для того, чтобы захватываемый предмет лежал в одной плоскости с плоскостью конечности. Ну а для того, чтобы палка лежала и являлась продолжением оси конечности и выполняла более полезную функцию, необходима также локтевая девиация, которая обеспечивается напряжением локтевого сгибателя и локтевого разгибателя запястья. Надо сказать, что напряжение коротких мышц кисти формирует арку, сильно отличающую руку и кисть человека от кисти приматов, которая плоская, так же, как, впрочем, и стопа. И при этом рука формирует такую форму некой воронки,
со сливом в области канала запястья. Надо сказать, что, к сожалению, никогда руки этих танцоров не сомкнутся, иначе, возможно, да, мы стали бы более совершенными некими существами и, как говорил Юнг, имели бы 48 хромосом. Стоит заметить, что, несмотря на всю романтику и большое количество описаний движения первого пальца, в большинстве случаев он лишь выводится в удобную для захвата позицию, а основную работу в итоге потом для захвата совершают остальные пальцы, прижимая к нему предмет, да, или осуществляя сам тонкий захват. Хотелось бы продемонстрировать все-таки хоть одно клиническое наблюдение, которое описывает механизм формирования переразгибания первого пальца. Этот вопрос был задан в форуме хэнд-клаба, при этом доктор никак не указал данных анамнеза, которые ему удалось собрать, и также осмотра. Поэтому все предположения, которые в форуме высказывались, большинство из них были правильными, но они не достигли точки. Здесь конкретный клинический пример, который описывает один из вариантов формирования переразгибания в первом пальце. Чтобы не держать интригу, я скажу, что это повреждение сухожилий длинноотводящей мышцы и короткого разгибателя первого пальца. И достаточно интересно биомеханически, что при повреждении разгибателя происходит переразгибание в первом пальце. Происходит это за счет того, что соседние по циферблату мышцы отчасти пытаются скомпенсировать его функцию. При этом длинный разгибатель первого пальца, возможно, и напрягается немножко сильнее, но этого недостаточно для того, чтобы сформировать переразгибание, но этого достаточно для того, чтобы сместить тыльный разгибательный апоневроз в локтевую сторону, и тем самым больше напрягающаяся отводящая мышца и первый палец и мышца, противопоставляющая первый палец, смещают точку фиксации, и таким образом короткая отводящая мышца превращается в фактический разгибатель первого пальца. А мускулюс оппоненс еще больше сгибает пястную кость, тем самым выводя палец в позицию вот такого переразгибания. В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на тему нашего сегодняшнего съезда, все-таки противопоставление не самое главное в жизни, не оно нас делает людьми. И всем желаю хорошей работы, хорошего съезда, интересных докладов. Огромное спасибо. Разрешите сказать слово Илье Азаревичу. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово главному хирургу нашей области, Ранкову Максиму Юрьевичу. Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Очень приятно видеть такую аудиторию. Я от лица Министерства здравоохранения Свердловской области от всей души поздравляю. Я считаю, что Игорь Азарович молодец. Сегодня такой праздник устроил в преддверии чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что сейчас все усилия Министерства здравоохранения направлены именно вот на такой случай, который у нас будет проходить в нашем стольном городе. Ну, я считаю, что ничуть не меньше у нас проходит такой конгресс хирургический, тем более я сегодня вижу коллег из славного Китая, Гонконга, Гонконга, очень приятно. Ну, я не буду много говорить, я хочу поздравить с такой конференцией и предлагаю работать. Коллеги, мы продолжаем нашу работу. Следующее выступление по перелому вымиха в основании первой пястной кости, перелом Беннета первого пальца. Слово предоставляется одному из коллег из Гонконга, доктор Вонг. Thank you. Good morning, professors, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizing committee for inviting us to come here to join this congress.
I came on from Hong Kong. Actually, last year, the Hong Kong Society for Surgery of the Hand invited 6 hand surgeons from Russia to Hong Kong, and this is the first contact between Russia and Hong Kong in the hand surgery. And this year, we are very glad to be invited to come here. Actually, we are here in Russia for the first time, and also, of course, the first time to this city to come to attend this meeting for to continue our friendship and also exchange of the idea in hand surgery. So I will talk about the fracture in the thumb, fractures of the metacarpals and the phalanges. Actually, are the commonest fracture of the upper limb, and if the fractures are not treated, then we will have an incapability due to the fracture, and inadequate treatment will lead to deformity, and over serious treatment will lead to stiffness of the thumb. So our aim should aim at immediate mobilization after adequate stabilization of the fracture. So considering the prevalence and the distribution of the hand fracture, actually men had 2 times greater risk for hand fractures, and the men at the age of 15 to 45 years old are at higher risk of having the fracture, and majority of the fractures occurred in the female with age over 65. And actually the metacarpal fractures consist of the 42% in the hand fracture, and the phalangeal fracture about 50%. In 8% of the patient, they can have multiple digit involvement, and however, over 95% of the fractures are close fractures, and it happens commonly in the little finger. So the general principle of the management of hand fracture include the history taking, physical examination, investigation by X-ray, and also the treatment by anatomical reduction and stabilization. So from the history, we need to have ask the patient about the injury, ask about the patient's occupation, hand dominance, etc. From the physical examination, the most important thing is to rule out any rotational deformity. Of course, we need to assess the patient's hand function and also the stability of the fracture. So for X-ray, we need to have at least 2 wheels, apilateral or sometimes oblique wheels. And as I mentioned before, we need to have the anatomical reduction and also the stabilization of the fracture by means of the closed reduction. And sometimes we need the open reduction, and then followed by the immobilization. The immobilization can be by external means or internal means. Internal means can be screws, haywire, or a plate, etc. So afterwards, if the patient has wound, we need to think about the wound coverage problem, or after the fixation, after we put in the implant, we need to close the wound, and then we aim at the early mobilization to do the rehabilitation. So the indication for operative treatment of the metacarpal and phalangeal bone fracture include a failure of the conservative treatment, open fractures, malrotated fractures, multiple fractures, intra-articular fractures, joint instability, and invisible fractures. So for the hand fractures, it's common and associated with loss of the function and affect daily activity. So however, most of the fractures can be managed by non-operative treatment, but the unstable fracture needs surgical stabilization. So the treatment choice depends on the surgeon's experience, preference, after the discussion with the patient, and also we need to have the early mobilization of the joint to avoid the stiffness, and also in order to achieve a better functional outcome. So the post-operative care and the patient education is very important, not only the surgery. So for phalangeal fractures, it can be intra-articular or extra-articular, simple or convoluted, closed fracture or open fracture. And
As I mentioned before, most of the fractures are actually host fractures and also extra-articular fractures. If they are stable, they can be splintered. If unstable, we need surgical fixation. So for the fracture of the thumb, actually the thumb metacarpal fracture is the second most common metacarpal fracture injury, following the fifth one. The fifth one is the commonest one. And the thumb metacarpal fracture actually consists of 25% of all metacarpal fractures, and most of them, more than 80% of them involve the base of the first metacarpal. And we can actually classify the fracture into four groups, namely the epibasal extra-articular fracture, the Bennett fracture, the Rolando fracture, and the common fracture. And the mechanism is that the patient has the axial loading through a partially flexed metacarpal shaft that will cause the fracture of the metacarpal. So for the epibasal fractures, it's commonly transverse rather than an oblique fracture, and the majority can be managed in a thumb spica cast for 4 to 6 weeks. However, if the patient fracture has angulation more than 30 degrees, then we need to do the close reduction and also the immobilization. So for the Bennett fracture, we need to reduce the fracture and also hold the metacarpal base back onto the undisplaced outer molar fragment. And the reduction is performed by the longitudinal traction at the tip of the thumb, and also with abduction and extension of the thumb metacarpal, followed by the pronation of the thumb to overcome the adductor, longus, and brevis action. So then we insert the K-wires into the trapezium and the thumb, and then use the thumb spica to protect the immobilization for 4 to 5 weeks. So it does classify the Bennett fracture into 3 types. The type 1 is the large single outer fragment with subluxation of the metacarpal base. Type 2 is the impaction of the fracture without the subluxation of the thumb metacarpal. Type 3 is the small outer avulsion fragment in association with the metacarpal dislocation. So this is one example of the Bennett fracture, which is treated with the close reduction and also the K-wire fixation, followed by the thumb spica brace for 4 to 5 weeks, and then we remove the brace and the cast and start the mobilization. Actually, the reduction of the fracture can be assisted by the arthroscopy and then fixed by the percutaneous fixation with K-wire. This is one of the reports in the literature. So another fracture is the Rolando fracture. It's best managed by the open reduction and the internal fixation because most of the fractures are unstable and also displaced. So besides the open reduction and internal fixation, actually it can also be treated by the static or the dynamic traction in conjunction with the limited internal fixation of the fracture. So these are some of the examples from the literature. You can see that we need to insert the multiple K-wires in order to immobilize the fracture. Unlike the Bennett fracture, usually we can only insert 2 K-wires to fix it, but in this Rolando fracture, we need to insert 3 or more K-wires in order to immobilize it because it is very unstable. And another method is to do the open reduction and internal fixation with screw fixation and also the plating. This is one example from the literature with the plating with the conventional non-locking plate. For the comminuted fractures, actually we need to distract the fragments and also use the external fixator to immobilize it. In this kind of patient, more than 50% of the patient will develop the arthritis even after the treatment. So if the patient has minimal comminution and also the large fragment, then we can do the open reduction and internal fixation. So after the treatment, the patient may have the stiffness, and this is the
commonest and the most difficult complication to treat. Besides, patient may have malunion or non-union and arthritis of the joint after the fracture healed, and is more easily to be prevented than treated. So prevention is always better than treatment. So besides, the patient may also have the infection of the K-wire, and also some patient may have the deep infection. So one paper published in 2015 compared the articular fracture of the base of the thumb with a couple treated with open reduction and extrafocal pinning. The paper concluded that the thumb opposition stability, the thumb opposition is statistically better in the fracture treated by the open reduction and internal fixation compared with the one treated with the KY fixation. So another concern is that sometimes we may encounter a revulsion fracture over the base of the proximal phalanx, and this is an example from the literature. We can treat this by different means. For example, we can use the suture anchor, or we can use the pull wire, or we can use the ligament reconstruction to stabilize the metacarpophalangeal joint. And this is a case of my patient. The patient is a relatively immature patient who had a revulsion fracture over the base of the thumb, proximal phalanx. The MCP joint is unstable, and also the fracture is displaced. So in this case, I open it up, reduce the fracture, and then protect it with the screw and plate. So in the literature, there's also report that the patient can have simultaneous revulsion fracture of both sides of the base of the proximal phalanx. In this case, it was treated with screw. So literature also published that we can fix the fracture with a hook plate. Actually, this hook plate, we need to control it and bend it by ourselves. And of course,